Привет, я Сергей, а это все канал Голодный Мужчина. Вы видели по обложке, что сегодня нутелла. Все мы обожаем нутеллу. Знаете, что мне самое обалденное? Банка. Банки у них классные. Ну не суть. Вы когда-нибудь задумывались о ее составе? Ни для кого не секрет, что второй по содержанию ингредиент после сахара – это пальмовое масло. Так себе, да? Ну а что насчет сахара? Будет вам интересно узнать, что в 19 граммах нутеллы содержится 11 грамм сахара. И вот это уже не айс. Конечно, нутелла, Рафаэлло, Ферреро – это все мы обожаем. Но так почему бы не сделать свою версию, где полностью отсутствует пальмовое масло, а содержание сахара сведено к минимуму? Я не думаю, что мы сильно понизим этим продажи орехового спреда в крутющих банках. Так что поехали! Кстати, вы постоянно жалуетесь, что пропал кот. Он не пропал, он просто нашел себе подругу, и поэтому вы ему стали неинтересны. И сейчас отдыхает после бурной ночи. Первым делом закинем на противень 30 грамм миндаля и 80 грамм фундука или фундука. Берите орехи на развес, только не в супермаркетах, там жутко дорого. Но если в отличие от нас у вас нет бабушки, у которой растет фундук в саду, берите попроще, грецкий, например, арахис. И в разогретую до 180 духовку на 10-15 минут. Все зависит от размера орехов. Каждые 5 минут встряхивайте противень, слегка переверните орешки. Легкая прожарка позволит ореховому вкусу стать ярче и насыщеннее. Но если передержите, они просто сгорят. Оно вам надо. Тем временем в посудину молочный и черный шоколад по 75 грамм каждого. Черный обязательно с содержанием какао не менее 60%. Отправляем в микроволновку на 50 секунд, достаем и перемешиваем. И снова на 30 секунд, ну или пока не расплавится. Тут тоже важно не передержать. Боитесь? Лучше поставьте на водяную баню. Орехи достаем и пересыпаем в блендер. Молотим их минуту, 2, 3, час до образования однородной кремовой массы. Тут все, конечно, зависит от блендера. Здорово, если у вас есть стационарный, да еще и автоматический. Я о таком только мечтаю. И не нужно очищать орехи от шелухи. Помните, да, что в кожице содержатся полифенольные антиоксиданты, то есть компоненты, которые позволяют замедлить процесс старения. Вы постоянно спрашиваете, сколько мне лет. 57. Но в отличие от всяких там кремов, где орехи присутствуют только в качестве рисунка на упаковке, вы точно получаете свой эликсир молодости. Вот такую пасту мы получили в итоге. Теперь нальем в сотейник стакан молока, это 200 мл, 20 грамм меда и 30 грамм сухого молока и щепотку соли. Сухое молоко подчеркнет вкус и сделает нашу нутеллу еще более молочной. Оно продается в супермаркетах в молочном отделе, там же, где и обычное молоко. Не поленитесь и купите его. Знаете, когда мне скучно, я обычно беру, или нечего есть, я беру сухое молоко и ем его ложкой. Реально, это вкуснятина. Вкусно! Доведем эту смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. И как только начнет вскипать, снимаем с огня и вливаем растопленный ранее шоколад. Хорошо перемешиваем. Переливаем нашу шоколадную смесь в блендер к ореховой пасте и снова молотим, пока не получим однородную массу. Один бог знает, сколько времени у вас на это уйдет. Моему блендеру лет 100, поэтому я буду стоять и молотить, пока он не задымится. Это верный признак того, что нутелла готова. Так что я пока передам привет Лиане Мицегоре за отгаданный постер к видео о куриных лоллипопс. Это просто куриные ножки на удобной ножке. Видео смотрите у нас на канале, оно довольно интересное, а загадки ищите в группе ВК. От вас ответ, от нас привет. Переливаем нашу жидкую массу в удобные формочки, даем полностью остыть, накрываем пленкой и отправляем в холодильник для загустения. Там же и храним. Ну а дальше вы знаете, один мало. 2 кусочка хлеба в тостер на 2 минуты. И на горячий тост нутеллу. Да побольше так. Кстати, если уменьшите порцию молока до 175 грамм, нутелла выйдет гораздо гуще. Вот вам как пример. В этой нутелле в банке меньше молока, и мы использовали грецкие орехи. Бюджетный вариант. Ну конечно, если есть возможность, берите фундук. Что может быть лучше шоколадно-ореховой пасты? Натуральной к тому же. И полезной. Кстати, шоколадных рецептов у нас не так уж и много, но все они эксклюзивные. Шоко-шар с использованием воздушного шарика. Отличный подарок для любимого человека. Будина. Это рецепт за 5 минут, когда хочется чего-нибудь сладенького, а ничего в доме нет. Ну и, конечно, шоколадный мусс по рецепту гениальной Джулии Чайлд, к сожалению, уже в прошлом. Все эти рецепты ищите у нас на канале или вбивайте в поиск «Голодный мужчина» и номер выпуска. Все для вашего удобства. А мы, как и всегда, просим вас кликнуть на палец вверх под этим видео и поделиться им с друзьями, если вы желаете нам и им только всего самого хорошего. Ну а красная кнопка поможет вам не пропускать новые импульсы добра от нас. И, кстати, когда будете делать нутеллу, одевать белую рубашку — это плохая идея. Очень плохая идея. Увидимся!